Всем привет! Мне на ремонт принесли данный смартфон. Как можно видеть, у него разбит дисплей, имеются дефекты по краям, потертости задней части, а также разбито стекло камеры. При этом, кроме того, что он называется Infinix, мне больше ничего не известно. Поэтому, воспользовавшись поиском по картинке, мне удалось определить, что это Infinix Smart 6 Plus. Подключив его к источнику питания, через несколько секунд на экране наблюдаются полосы и срабатывает вибрация. Поэтому, скорее всего, достаточно будет заменить экран. Прежде извлеку лоток для сим-карт, но, к сожалению, это не удалось сделать. Тогда попробую снять заднюю крышку. Для этого с помощью медиатора и пластиковой карты, используемой в качестве фиксатора, постепенно отделяю заднюю часть смартфона. Сместив таким образом корпус, лоток для сим-карт частично вышел и его можно извлечь. Теперь аккуратно демонтирую заднюю крышку, чтобы не повредить датчик отпечатка пальца. Здесь остается открутить винты с нижней и верхней защитной крышки. Имеющиеся пломбы на винтах свидетельствуют о том, что смартфон еще не разбирали. Откручиваю винты, фиксирующие верхнюю крышку. Снимаю датчик отпечатка пальца. За ним находится еще один винт. По периметру для изоляции наклеена лента. Частично ее сняв, под ней также наблюдаются винтики. Подняв защитную крышку, можно наблюдать материнскую плату и ряд других элементов. Здесь отсоединяю шлейф дисплея и аккумулятора. Чтобы снять батарею, аккуратно вытягиваю двухсторонний скотч. К сожалению, он оборвался. Для удобства его извлечения прежде сниму нижнюю крышку. Для этого отрываю ленту, находящуюся по краю, и откручиваю винты. Затем пластиковой картой, поддев АКБ, с помощью шприца проливаю небольшое количество изопропилового спирта на скотч, чтобы было легче его снять. Извлеча таким образом аккумулятор и добравшись до основных элементов смартфона, я решил их перенести в новую рамку с экраном, так как по краям старой имеются сколы, которые будут видны при замене экрана. Откручиваю винтик, фиксирующий материнскую плату. Затем с помощью небольшого кусочка пластика аккуратно демонтирую шлейф кнопки включения и громкости. Теперь вынимаю материнскую плату, достаю динамик и переношу его в новую рамку. Также перекидываю шлейф кнопки включения и накидываю мамку. Далее откручиваю фиксирующий винт нижней платы и отсоединяю шлейф, идущий от экрана. Перенеся разговорный динамик, устанавливаю плату с коаксиальным кабелем. Далее, подсоединив все шлейфы и аккумулятор, запитывают источник питания, чтобы проверить работоспособность смартфона. Как можно видеть, Infinix запустился. Сенсор работает, камера показывает, Wi-Fi функционирует. Убедившись, что после небольшой проверки телефон исправен, теперь остается основательно закрепить все элементы. Прежде достаю аккумулятор, затем, воспользовавшись клеем, зафиксирую вибромотор. Далее закручиваю обратно винт, держащий нижнюю плату. И накинув крышку, я также установил на место винты. В верхней части шлейф кнопки включения сажаю на клей. Для охлаждения элементов материнской платы воспользуюсь жидкой термопрокладкой. С помощью пластиковой лопатки наношу некоторое количество на соответствующие площадки. После чего устанавливаю плату на свое место. Нажатием на нее распределяю термоинтерфейс. Затем подключаю коаксиальный кабель, шлейф от дисплея и закручиваю винт. Для фиксации аккумулятора за неимением двухстороннего скотча наношу несколько маленьких капель клея и прижимаю его к основанию рамки. Подключив его также к материнской плате, подкидываю крышку и устанавливаю все оставшиеся элементы. Замечу, что при сборке лоток для сим-карт встал на свое место без каких-либо усилий. Вновь включаю смартфон и проверю еще раз часть базовых функций. Несмотря на треснутое стекло камеры, изображение с нее выводится хорошо. В целом, проверив практически все функции, смартфоном можно пользоваться. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.